Итак, после отпрессовки красного вина у нас остался вот такой вот жмых. Из него мы сделаем чачу. Что для этого нужно? На вот такую емкость объемом 50 литров нам понадобится килограмм 10-15 выжимок или жмыха, 6 килограмм сахара и дрожжи, которые у нас уже есть в этих выжимках. Или же дикие, или культурные, на каких бродило наше вино. Для начала нам нужно в теплой воде развести наш сахар. Так, все, весь сахар много высыпали. Теперь нам нужно хорошенечко размешать наш сахар, чтобы он полностью растворился. Можно добавить горячей воды. И снова перемешивать. Тем временем мы добавляем в нашу емкость, ну, примерно где-то 25 литров воды. Желательно брать очищенную воду. Еще раз хорошенько перемешиваем наш растворенный сахар в ведре. И добавляем наш растворенный сахар в нашу емкость. В итоге у нас должно получиться литров 40-45 браги. Берем вот такую палку и тщательно все это дело перемешиваем. Так, накрываем нашу емкость крышкой и ставим гидрозатвор. Я использую вот такие гидрозатворы пластиковые. Они очень удобные, не бьются и стоят недорого. Заказывал их через интернет, так что очень даже рекомендую. И ставим наш гидрозатвор. Итак, прошли сутки. Наша брага из выжимок бродит полным ходом. Вы видите, как в гидрозатворе идут пузырьки. Процесс брожения у нас в активной фазе. Итак, прошло 10 дней. Наша чача еще бродит. Не так активно, конечно, но брожение еще идет. Так что подождем. Итак, прошло еще 4 дня. Наша брага перестала бродить. Значит, пора ее отпрессовывать или процеживать. Итак, как обычно, я буду отпрессовывать нашу брагу на вот таком дубовом прессе.
корзина сделана из дубовых реек. У кого нет пресса, я рекомендую сделать вот такую вот сетку. Сетка сделана из бака советской стиральной машины. Насверленные отверстия, внизу чуть чаще, вверху можно реже насверлить. И аналогично ставится на какое-нибудь основание или поддон, даже без пресса. Ставится на поддон, засыпается наша мезга и прекрасно фильтруется. Так что берите на вооружение и пользуйтесь. Итак, снимаем наш гидрозатвор. Он уже свою функцию выполнил. Открываем крышку. И для начала можно даже аккуратно руками снимать верхнюю шапку. И в какую-нибудь подходящую емкость все это дело выбрасывать. Хорошенько отжимаем. Потому что я понимаю, что пресс есть не у каждого. Так что можно делать вот таким вот образом. Такой способ тоже имеет право на существование. Конечно, отжим будет не такой, как на прессе, но те несколько сотен грамм, я думаю, нам большой. Итак, и чтобы вам продемонстрировать, как работает данная корзина металлическая, я остальную мезгу из нашей браги процежу через такую корзину. Как работает дубовый пресс, вы уже видели. А кто не видел, посмотрите, ссылка есть в описании, как я делаю чачу из винограда. Там я использую данный дубовый пресс. У кого нет пресса, еще раз напоминаю, можно сделать просто такую корзину, поддон и подсаживать вино или брагу с помощью такого приспособления. Все прекрасно работает. Итак, наша брага из выжимок отпрессована. В результате мы получили примерно литров 30 отпрессованной чистой виноградной браги. Браги из выжимок. Оставляем так на сутки. Она отстоится. И через сутки снимем ее с осадка и запустим в перегонку. Итак, после того, как мы отпрессовали или отцедили нашу брагу, я отсаживаю вот такие вот бутыли или вот такие баклажки и оставляю где-то примерно на сутки. За сутки весь осадок у нас будет внизу, и через сутки, можно на двое суток, обязательно ставим гидрозатвор
Сейчас я сниму с осадка нашу брагу с помощью вот такой вот силиконовой трубки и займемся процессом перегонки. Переливаю в аналогичный бутыль. Снимаем гидрозатвор. И переливаем. Используя такую трубку, очень удобно производить переливку. Трубка на конце пластиковая. И четко видно, где она находится в данный момент. Чтобы не подхватить наш осадок. Вот трубочка, вон внизу наш осадок видно. И таким вот образом я сливаю нашу брагу. Итак, я перегоняю нашу виноградную брагу из выжимок на вот таком вот дистилляторе. Самый обычный бидон с сухопарником и охладителем. Перегоняю два раза. Первый раз весь погон идет на максимальной температуре, без отбирания голов и хвостов. Все в кучу. Прекращаю отбор, когда крепость наша падает до 30 градусов. Итак, после первого перегона мы получили 6 литров дистиллята крепостью 'Сейчас настрою. Ну, где-то 42 градуса. Сейчас я разведу его водой примерно до крепости 20 градусов и повторно перегоню, но уже с отбором голов и без хвостов. Переливаем вот такой вот 20-литровый бутыль. И добавляем очищенную воду. Так, итак, на выходе у нас должен получиться дистиллят с крепостью около 20%. Смотрим по нижнему краю мениска. 22%. Ну, я думаю, вполне достаточно. И теперь все это дело выливаем в наш перегонный куб для повторной перегонки. Итак, дорогие друзья, я уже второй раз перегнал наш дистиллят. В результате получил чачу, крепость 50 градусов. Выдержал 2,5 месяца в дубовой бочечке маленькой. Теперь осталось налить чачу в бутылку. Что мы сейчас и сделаем.
Вот. Вот результат нашей работы. Теперь можно собрать друзей и провести дегустацию. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!